Всем привет! Обычно в своих видео я делаю доспехи, но иногда я их ломаю. А ломать я буду именно этот нагрудник. Нагрудник сделан из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Закалки здесь нету. Да, у средневековых доспехов часто присутствовала закалка, но часто и не присутствовала. А кроме этого, закалка могла быть сделана и неправильно, потому что в средневековые времена у мастеров не было достаточно знаний, чтобы сделать максимально крепкую сталь из той, которая у них была. И кроме этого, даже марок стали не было в те времена. Тогдашний материал не подходил ни под одни ГОСТы, которые есть сегодня. Работа средневековых мастеров была усложнена еще тем, что они не совсем понимали, с каким материалом имеют дело и как правильно его обрабатывать. Кстати, о том, как я делаю доспехи, можно посмотреть на примере этого видео. Тут я делаю боевой шлем в китайском стиле, и ссылка будет в описании. Бить нагрудник я буду вот таким одноручным мечом. Вес его примерно 400 кг, баланс примерно на 2 ладони от гарды, меч тупой, и бить я буду гардой, так называемый удар Мартхау. Урок первый. Кали острым концом. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Рукоять не уступит острию. Дело в том, что в средневековых учебниках по фехтованию часто можно увидеть, как рыцарь бьет своего оппонента, беря за лезвие меча и нанося удар гардой, имитируя, в принципе, клевец. То есть наша выступающая часть, по идее, должна глубоко заходить в тело или даже проламывать броню противника. И мне интересно, возможно ли вообще пробить таким образом пластину доспеха. Да, вам может сразу показаться, что немножечко бредовая идея браться за острое лезвие руками, тем более голыми. Да, я думаю, что если у нас голые руки, то такой прием вряд ли вообще можно произвести без ущерба для себя. Но если у нас на руках есть перчатки, то уже намного больше шансов сделать этот прием эффективным. Кроме этого, если мы рассматриваем бой латников, латник против латника, в конце концов их мечи, скорее всего, затупятся. Да и вообще заточка меча, по сути, являлась не ножевой, как многие себе представляют, что вот так вот провел по рукам и пальцы отвалились. Нет, скорее всего, заточка боевого оружия была схожа с зубилом. А по зубилу можно возить рукой, и вы не порежете руку. Но при этом такая заточка на оружие разрубает и кости, и плоть, и, наверное, даже и сталь. Гарда имеет незаточенный кончик. По сути, здесь маленькая стальная площадка. С одной стороны, она немножечко меньше, а с другой стороны, она немножечко больше. Если мы рассматриваем двух латников, которые дерутся друг против друга, то, вероятнее всего, их оружие может затупиться. Причем затупиться оно может довольно быстро. Ну, представьте себе вашу заточку, и вы пытаетесь рубить другого противника, который одет в железные латы, и попадаете по нему раз 15, например, и попадаете именно по доспеху, то, скорее всего, заточки тут уже хорошей не будет. И, вероятнее всего, вы сможете безопасно взяться за лезвие. Я попробую сымитировать именно такую ситуацию. То есть представим, что у нас уже затупленное оружие, и ничего другого не остается, как взяться за лезвие и с хорошим размахом всадить куда-нибудь в шею противнику нашу гарду. Нагрудник закреплен на качающемся столбе, то есть мы сымитируем ситуацию, как будто бы доспех все-таки надет на человека. Потому что когда я делал тесты на закопанном столбе, я разломал все, и оружие, и доспех. Кстати, видео про краш-тесты шлемов будут в описании. Под нагрудник подложен мешочек, который тоже сымитирует как будто бы туловище. Правда, на человеке такой нагрудник был бы более устойчив, а следовательно, сила удара будет немножечко сильнее на человеке. Но это такое, я думаю, что это уже мелочи. Еще хочу отметить один нюанс. Если мы перехватили оружие наоборот и наносим просто самый стандартный удар по косой, первое, что мы можем заметить, что гарда хорошо заходит в подмышку, а подмышка очень часто открытая. Кроме этого, гарда хорошо заходит вот сюда, в район ключицы, шеи, КДК. В общем, возможно, этот прием не лишен своей практичности. У меня есть некоторые сомнения по поводу преимущества данного приема. Хотя вот сейчас, видя, что наша гарда хорошо заходит в открытые места доспеха, становится уже интереснее. Открытые места у латника есть почти всегда. В редких случаях их дополнительно зашивали кольчугой. Это наше горло, это подмышки, это пах, это внутренняя часть колена.
То есть все эти места могли быть открытыми. И когда вы бьете лезвием, вы можете просто не попадать по этому месту. Вот смотрите, я бью, я не могу травмировать человеку открытое тело. Но когда я уже перехватываю, я конкретно захожу прямо в тело. Вот. То есть все эти удары проходят в открытые зоны. Но перед тем, как пробовать удары на нагруднике, давайте попробуем кое-что еще. Итак, здесь у меня кусок свинины, который я потом съем. И мне интересно, насколько легко вообще гарда пробивает мясо. Потому что, по сути, человек — это мясо, которое нужно пробить, если вы деретесь с другим рыцарем. Все мы знаем, как легко протыкают острые предметы человеческое тело, но вот такие затупленные гарды непонятно, легко ли пробивают или тяжело пробивают. Сейчас попробуем. Сейчас я ударю более тупым концом. Ого. Ну, скажем так. Вообще-то я бил не в полную силу, но я даже не заметил, как оно прошло. Пробито мясо и пробита сосновая доска. Вообще-то я планировал отдельно тестить сосновую доску, полагая, что с мясом я не пробью ее, но, блин, это же реально настоящий клевец. Ох ты, блин. Тупая гарда насквозь прошивает сосновую доску толщиной 3 сантиметра. Дырочка в пакетике и сквозная дырка в нашей доске. Хорошо. Еще интересен удар, когда мы бьем как будто бы кастетом. Мы берем меч, и в некоторых ситуациях нет возможности ударить лезвием, но есть возможность ударить гардой. Посмотрим, как это работает. Совершенно легкий тычок. Мясо вообще не сдерживает удара. Да, конечно, тут, наверное, стоило бы положить кусок кожи, но кожу я уже не взял. Возможно, с кожей я попробую тесты в других видео. И если вам интересен такой формат, то пишите в комментариях, что вам понравилось. С мясом я закончил. Нужно отнести его на кухню. Ради интереса проверю, можно ли пробить две такие доски. Одеваю рукавицы. Дело в том, что даже если у нас тупой меч, при работе об другое стальное оружие у нас будет появляться такая расческа. И будут заусеницы. Поэтому, даже если у нас тупое оружие, совершенно небезопасно браться без рукавиц за лезвие. Потому что, имея заусеницу подъемом хотя бы в 3 мм, при резком проведении ладонью по оружию мы можем себе распанахать ладонь. В условиях средневековья это, возможно, даже гноящаяся рана, от которой человек просто потом помрет. Да и вообще, из-за какой-то заусеницы мы получаем травму, из-за которой не можем использовать свое оружие. Это плохо как в средневековье, так плохо и сейчас. Опа. Да, еще и даже с внутреннего конца вылетает. Короче, удар гарда — это серьезная штука на самом-то деле. Казалось бы, тупая гарда и вес на конце оружия, и вылетает все. Перед тем, как бить этот нагрудник, хотелось бы отметить забавный факт. У нас в интернете есть эксперты, которые утверждают, что такой тонкий доспех в 1,5 мм они могут пробить открывашкой. Я на всякий случай проверю, можно ли пробить открывашкой 1,5 мм. Это, конечно, очень грозное и опасное оружие, поэтому я одену рукавицу. Я буду использовать особый диванный хват с упором в ладонь. И проведу мощный тычок в область бронеплиты нашего доспеха, который буду пытаться пробить открывашкой.
Вообще-то открывашку я взял у тещи и пообещал, что она будет целая. Как бы тут даже намека на вмятинку нету. Давайте еще раз. Не. Открывашка начинает ломаться уже, и вероятнее я выгребу от тещи, чем я пробью этой открывашкой этот доспех. Как думаете, пробьет гарда толщину 1,5 мм или нет? Я что-то думаю, что не должно пробить, потому что все-таки вязкий материал довольно. Так, пробития нету. Есть хорошая вмятина, сильная вмятина. Кстати, меч сразу играет в руке. То есть, как только я попал по нагруднику, его развернуло. И очень неприятное ощущение по ногтям. Да, я играю на гитаре, поэтому у меня длинные ногти, но были бы у меня короткие ногти, я тоже бы получил по ногтям. Часто бывает, что когда оружие прокручивается и неустойчиво сидит в кисти, то при разворотах оружия и вибрации оружия очень дискомфортное ощущение. И я, кстати, еще боюсь за то, что могу поломать меч. Ладно. Тупой конец не пробивает. Так, попробуем сейчас острым концом. Тоже не пробивает. Есть вмятина. Гарда уже шатается, но пробития нету. Но вы помните, как легко пробиваются сосновые доски и кусок мяса, если мы будем ударять куда-то вот сюда, пытаясь поразить тело противника. Ну что ж, попробуем еще. Эх, меча жалко. Хорошая вмятина, но пробития все равно нету. Нет. Только вмятины. Наше брюхо выпало. Кстати, у меня оторвался ремешок от удара. Ну ладно. Давайте попробуем теперь острым оружием. Все мы видели, как в фильмах какой-нибудь большой-большой рыцарь берет и вот так вот раз и разрубает напополам другого рыцаря, закованного в сталь. Это, очень нереалистично. Ну и для тех, кто верит, что можно с легкостью пробивать такие тонкие доспехи толщиной 1,5 мм, как раз показываю, как рубит острый топор, тяжелый, двуручный топор, нашу кирасу, которая закреплена на шатающемся столбе, который имитирует человека. Потому что человек, он тоже мягенький и тоже качается. Давайте я попробую ударить концом острым, этим углом. Вот здесь есть пробитие. Легенькое. И в этот самый момент у меня отключилась запись звука, поэтому сейчас будет голос за кадром. Отверстие от двуручного топора получилось слишком маленькое, чтобы травмировать владельца доспеха. Вот видна первая вмятина от гарды, вот вторая, а это третья и четвертая. Гардой пробить доспех у меня не получилось, а вот углом топора получилось немного вскрыть броню. Дополнительно я решил попробовать пробить гардой нагрудник, положив его на пень. Это имитация лежачего воина и удар на добивание. Но даже так гарда не пробивает сталь. Даже попытался проколоть кинжалом. Но он у меня вообще не острый и даже без закалки. Только рукой таким кинжалом пробить броню не получится. Но крайняя круглая часть может служить площадкой для забивания такого кинжала в броню рыцаря или в щели доспеха.
И даже тупой клинок можно забить в сталь с помощью молотка. Миф о том, что лежачий рыцарь сам не мог подняться на ноги, давно считается развеянным. Но если рыцарь один против нескольких противников и его повалили, скорее всего он действительно уже не поднимется. Его броню просто расколупают вот такими ковырялками. Дополнительно хочу отметить, что в тесном контакте с противником такой гардой можно поразить лицо сквозь глазную щель. Если у вас еще есть варианты, как можно использовать гарду меча, можете написать в комментариях. Всем пока!